16 апреля 2021 года, мы с вами в Грузии, и сегодня меня спросили наши гости, наши друзья, как выбрать ресторан в Грузии. Хочу вам заявить авторитетно, что я побывал в Грузии, может быть, уже в сотне ресторанов, может быть, больше. Потому что раньше у нас была такая привычка завтракать, обедать в ресторане. Мы ходили в разные рестораны, в разные места. Это Батуми, это Кутаиси, это Тбилиси. Везде хорошо, но самые интересные места, самые вкусные блюда мы пробовали именно в ресторанах, куда попадали случайно. Либо с людьми, с которыми мы случайно знакомились, и они так или иначе оказывались владельцами, либо знатоками ресторанной жизни Грузии. И в этом видео я дам несколько советов, для чего и как выбрать ресторан в Грузии. Опять же, все эти советы – это мое сугубо личное мнение. Пользоваться вам или не пользоваться – это ваше дело. Я расскажу о своем опыте, о том, как я выбираю рестораны, потому что для меня само по себе вкусно покушать, это видно по моей комплекции, ну, очень и очень хорошо. Я не курю, я не пью, но вот поесть я люблю. Особенно Грузия с ее обилием, гостеприимством, вкусным воздухом. Это прям рай для гурмана. Но надо знать места. Есть места, куда попадаешь, и то есть туристические места, они расхвалены, сделано все правильно, сделано все хорошо, но приходишь туда, и тебе приносят стейк, и ты понимаешь, что этот стейк, он не только что сделан, а он разогрет. Он разогрет, и официант смотрит на тебя с таким, мало того, что он 20 минут нес, это все, он смотрит на тебя с таким видом, что типа, как это вы не будете есть? Я не могу это унести на кухню, вы же заказали уже. То есть, и вот здесь самый важный момент, что мы всегда умны задним числом. Мы идем писать негативный отзыв на этот ресторан в TripAdvisor, Google карты, в Яндекс.Карты, и понимаем, что до этого там уже было огромное количество людей, которые написали примерно то же самое, но неиссякаемый поток туристов не заставляет делать этот ресторан никаких выводов. То есть они как продавали, то и продают. Поэтому советы, которые я буду давать, это мои советы, как бы я поступил. Первое. Я всегда смотрю отзывы перед тем, как выбирать себе ресторан. Даже если я выбираю, я сначала посмотрю отзывы на TripAdvisor, на Google картах, на Яндекс.Картах, в каталоге Мадлоба. Сначала смотрим отзывы про этот ресторан. Второе. Если все хорошо, читаем отзывы ниже, как люди там были полгода назад, там, год назад. Третье. Обязательно заходя, вот для меня есть некий критерий ресторана, это всегда туалет. Вот я точно говорю, я это ни разу в жизни, ни в одной стране меня не подводило. То есть, если я перед тем, то есть надо же пойти в уборную помыть руки, я сразу иду в уборную, и я для себя сразу ставлю четко и понятно, что если здесь в туалете хлам, и там, извините, очко не помыто, и там нет чистоты, то это же, вот что в туалете, то и на кухне. Вот 100%, да, 99%. Вот. И, соответственно, как бы это для меня первый тревожный звоночек. Второй звоночек тревожный, когда мне не могут объяснить, что это за блюдо и что туда входит. Третий звоночек, когда я не вижу граммовки. То есть я не вижу, сколько грамм мне в этом блюде чего принесут. В хороших ресторанах всегда есть разбивка. То есть если это стейк лосося, то там написано, сколько грамм будет этого лосося. Четвертое там, или третье, да, все время смотрю вот просто. Сделайте один простой прием. Берете вилку, которая лежит на столе, берете салфетку, которая лежит или стоит там в салфетнице, и между зубьями вилкой проводите. Просто, вот это самый, вот сразу, да, отобьет у вас любую охоту. То есть, если вот проводите, ваша салфетка белоснежная должна оставаться белоснежной. Если там будет что-то там не так, вот эти моменты
Понимаете, это же ресторан. Это не, ну, то есть, я понимаю, что вы приходите в какую-нибудь там, не знаю, забегаловку, попить пиво и поесть воблы. Там уже без претензий вообще. Но если это заведение позиционирует себя как ресторан, у них должно быть все прекрасно. Поэтому салфеточку взяли, протерли. Дальше. Подача блюд должна, вот для меня, опять же, критерием, вроде бы все хорошо, а потом вам не несут, а потом что? Приносят, сука, все сразу. Вам приносят первое, второе, десерт и салат. Ну кто вам, то есть вот зачем, то есть пока я буду есть салат, или первое, у меня остынет второе. Да, там горячее будет, не будет горячим, да, десерт поплывет. И вот ты сидишь, у тебя на столе, тебе просто занесли, хорошо, большой стол, поляна накрыта, но давайте поэтапно приносить. И это тоже, опять же, уровень и уровень качества. Следующий момент меня очень напрягает, когда вот в Грузии есть один специфический фактор, который я до сих пор не раскусил. Он называется чаевые. Вот чаевые во всем мире и в моей голове должны быть только на моем желании. Если мне понравилось, как меня обслужил официант, то это значит, я могу оставить ему чаевые. Если не понравилось, то я не оставлю. И всем известно, что официанты живут только, ну там большинство на чаевые, и это дисциплинирует и его, и ресторан. А если мы по умолчанию забиваем ему чаевые уже в чек, а я не готов, мне не хочется платить чаевые, уже по умолчанию забиты. Более того, второй еще есть, там второй круг, который называется, у многих официантов хватает наглости на чистейшем русском или английском языке говорить вам, что с этих чаевых он ничего не получает. Это чаевые, якобы там какой-то налог там на это, который получает хозяин, потому что это обложили там налогом какие-то там органы там туда-сюда, и вот это все, и ему нужны чаевые. И причем это делают так элегантно, что типа вы же не смотрите, что там чаевые. Чаевые это как бы не чаевые, а чаевые мне бы тоже не помешали, потому что там вот это я с тех чаевых нифига не получаю. Третье, ну там, не знаю, пятое, шестое, там, да, как я убираю, то есть, опять же, существует ошибочное мнение вот в Грузии, да, вот я все время, есть мнение ошибочное, и это только в Грузии у меня было, ну, кое-где в Германии, то, что если ресторан заполненный, значит там хорошо, а если он пустой, значит там плохо. Очень часто ресторан, где пусто, он немножко у него хромает маркетинг, и он не может сделать заполняемость. Это проблема не повара, не людей, которые работают в ресторане, а это проблема маркетинга, это проблема рекламы, потому что многие люди, владельцы, они считают, что у нас настолько все хорошо, что люди сами будут рассказывать, знать и делиться. Нет, друзья мои, если вы не поднимаете свою чудесную задницу со стула и не делаете, занимаетесь отзывами, лояльностью клиентов, не работайте с клиентами, да, потому что, как мне нравится, очень классно к нам в конце, некоторые рестораны в конце обеда приходят, приносят нам кофе, небольшой десерт за счет заведения и мягко просят оставить отзыв на Мадлобе, в TripAdvisor, в Google картах. Как это работает? Это работает все просто. Люди, они всегда, вот если попросят просто написать отзыв, то вы 20% напишет, 80% нет. Но если вам за это что-то дадут авансом, неважно, кофе, чай, конфетку, тарталетку, там, не знаю, какой-нибудь там макарон, ну, не макарон насыпят в вермишели, а эту, как его, то это будет нормально. Поэтому, как бы, вот этот уровень такого, да, классного уровня, то, в принципе, для меня это является тоже таким хорошим признаком. Следующий момент, я бы рекомендовал позвонить в ресторан и узнать о наличии мест. И о наличии там вот досаки работают. Сейчас, понятно, до 9 часов работают пока все рестораны, но, опять же, вот как с вами будут общаться,
вот тоже много-много значит. Еще один немаловажный момент, насколько в ресторане готовы вам завернуть с собой. Для Грузии это актуально, потому что мы часто заказываем столько, ну, как это, особенно когда заходишь голодный. Пример. Тбилиси, центр Тбилиси, какой-то небольшой ресторан, туда забрели случайно, никого нет. Нам парень, отличный парень, продал почти все меню. И это вкусно, и это вкусно, и это вкусно, и это вкусно. Туалет шикарен, на кухне чистота. Мне очень нравится, когда кухня стеклянная перегородка, я вижу, как там это все готовят. Я вижу, что там в белых, там все в белом, все классно, все хорошо, все сделал. И вот единственный минус у него, как это называется, не хватило вот дожима, чтобы предложить нам то, что мы не съели, и забрать с собой. Нет, мы настояли там туда-сюда, чтобы в таком формате, но вот чуть-чуть, и это важно, то есть насколько там это, не стесняйтесь забирать с собой, потому что многие, совдеповское вот это вот мышление, то, что нельзя забирать в ресторан, что я бедный, что я нищеброд, что я там буду забирать с собой объедки со стола. Нет, это нормальная практика везде. Для меня это было лет 15 назад, наверное, в Германии открытым, когда вполне фешенебельные рестораны, там немцы, которые там кушали туда-сюда, они вполне себе, им принесли эти, как его, такие пластиковые коробочки, туда завернули, там прямо при них это все положили, в пакетик, салфетки, туда пам-пам-пам, и там еще презенты, и воды поставили, и вот вам с собой на дорогу. Это нормально, поэтому просите с собой, и это хорошо. Что еще? Опять же, в Москве, везде в Москве всегда славится то, что ресторан должен быть с парковкой, чтобы к нему можно было подъехать. В Тбилиси это не так, ну в Батуми точно не так. В Тбилиси подъехать не всегда можно, пройдитесь, прогуляйтесь, это очень полезно и очень хорошо. Если у вас есть свои какие-то советы по тому, как выбрать ресторан в Тбилиси, пожалуйста, в Тбилиси. Неважно где, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, пожалуйста, поделитесь, потому что мы сейчас хотим собирать для себя такой небольшой каталог и делиться на Мадлобе этим каталогом тех ресторанов, где мы были, теми фотографиями, теми местами, потому что есть очень классные рестораны с очень классной кухней, ну, с очень классными поварами, с подходом, с атмосферой. Поэтому, если у вас есть чем поделиться, будем рады. Вот, да, Катерина говорит, что есть чем поделиться. Поэтому будем рады. Нет, я вам хочу подсказать, чтобы вы это проговорили. Ну, давай. Еще это важно, встречают ли на входе вас, проводят ли к столу. Да, еще очень важный момент, встречают ли вас на входе и подводят ли вас к столу. Но здесь мы попали в просак. Один раз, вот я рассказываю в Тбилиси свою историю. То есть мы шли вечером, погуляли, нас встретила очень заманчивая девочка, на входе, рассказала, что типа там все, у нас все очень вкусное, все очень там вот прям шикарное. Была я, моя дочь, моя супруга и мой сын. Мы там, и муж моей дочери. И вот нас усадили под ручки белые, посадили, вроде бы все хорошо, но потом, я понимаю, это было туристическое место, там бульвар, вот там где турки, там вот это вот все эти рестораны, кальяны, там все такое, там, да, пешеходная улица. Нас посадили, и я понимаю, что я не заказывал, я, как старый волк, заказал себе воды, минеральной воды. Дочка заказала там стейк, жена заказала там что-то еще, салат, там ребенок. Я говорю, ну, я уже знаю, то есть я уже понял. Я когда увидел, что эта девушка не с этого ресторана, а эта девушка, она просто там ходит, ну, от одного в другой, то есть она заманивает людей в ресторан. И ее работа просто заманить там, да, языком. А дальше ты уже сел, ты уже должен, там ты уже заказал. Ждали 30 минут. Я смеялся, потому что мы ждали долго, да, ну, как бы там все. А потом оказалось, что вот этот тот стейк, который принесли, это стейк, который его не жарили, а его тупо подогрели. А салат назвать салатом нельзя. Благо, моя дочь работает в индустрии питания, и она вызвала, она еще жестче, чем я. Она вызвала человека, то есть позвала эту девушку, она позвала официанта, официант позвал управляющего, она говорит, вот здесь фотография стейка. Вот это то, что вы мне принесли.
Вы видите 5 различий или 50? Я вижу 100 различий. Пожалуйста, унесите вот это и принесите мне, что здесь написано. Потом она взяла салат. И написала, что здесь там у нас там, допустим, оливки, фета, там туда-то там по граммовке. Вы видите это здесь? Не видите? Унесите. Соответственно, потом пришел разбираться руководитель этого ресторана. Она ему то же самое. Вот условно, да? Как бы, правда, все забрали, нам в счет не внесли это все. Но в итоге мы потеряли кучу времени, нервов, и отдых был испорчен. Отзыв про этот ресторан будет ниже. Я вам его покажу, потому что там это был, ну, прям вот. Но я призываю вас писать не только негативные отзывы, потому что главная ошибка, что вы начинаете писать негативные отзывы. Пишите позитивные отзывы, потому что владельцы ресторанов очень часто не понимают, насколько качественные у них есть сотрудники и не ценят их. А если вы были в ресторане и вам какой-то понравился там официант, спросите его имя. Я всегда спрашиваю имя для того, чтобы указать это имя в отзыве. Думаю, что был вам полезен. Если у вас есть какие-нибудь советы, рекомендации о ресторанах, там, о местах, где вы вкусно, недорого или вкусно, дорого, либо невкусно и дорого поели, пишите внизу. Мы обязательно разместим это у себя в комментариях, в группах. И спасибо за внимание. До свидания. Хотите на вопрос сейчас ответить? Давай. Какова цена месячной комфортной жизни в Батуми для одного мужчины? Месячная комфортная, понимаете, слово комфортная жизнь, она очень разная. Если вы спросите у меня, то у меня комфортная жизнь это чтобы был, я не думаю, сколько стоит такси. Я не думаю, сколько, я даже не знаю, сколько стоит, допустим, ну, то есть я примерно знаю, но не точно, сколько стоит, там, допустим, свежая свинина в Агрохабе. Ну, там 28 лари, есть 18 лари, есть там то. То есть разный комфорт. Вот для меня комфорт это как бы условно, давайте так, я считаю, что если у вас есть $100 в день на себя любимого, вот $100 в день, которые вы можете потратить на себя, это уже с жильем. Вот просто если вы готовы на себя $100 в день тратить на свою жизнь, то вам будет комфортно в любой стране. Не отлично, но комфортно. В Батуми будет очень хорошо. Зимой, если вы будете один, ну, когда здесь ну, значит, конец. Ну давайте это расскажите. А появился интернет? Уже не крутится ничего, наверное, есть что-то. Так вот, к чему я это говорю? Что получается, что здесь слово, ну, если я скажу $20 в день, я вас обману. Если я скажу $100 в день, я вас тоже, потому что у меня есть знакомые, ну, мой знакомый, да, который считает, что комфортная жизнь это должна быть, чтобы уборщица приходила там чуть ли не каждый день. То есть он побежал на пробежку, в это время к нему должна зайти уборщица, все это дело убрать, и потом приди повар и все это дело приготовить ему еду. У него такой комфорт. Да? Есть люди, которые считают кощунством нанимать уборщицу там, или помощницу по хозяйству, когда у тебя есть жена. И для них комфортная жизнь это, допустим, каждый день мясо на столе. Вот. Но если для одного мужчины, то вообще комфортно $100 в день, и вам будет ну, просто хорошо. Вот просто, да, как бы это будет, как это, живя, ни в чем себе не отказывая. Дальше пошли уже изыски. Но я считаю, что ну, в любой, вот для меня был лет 5 назад некий критерий того, что я хочу зарабатывать минимум $100 в день, для того, чтобы я точно знал, что $100 в день это любая страна, будь то, не знаю, Германия, будь то Австралия, я там смогу достойно жить. Пора барабан. До свидания. Не забывайте подписаться. Всем спасибо, всем пока.